ПНД-труба для кабеля. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Для исключения вероятности повреждения электрической проводки и обеспечения ее надежной защиты от негативного воздействия окружающей среды при прокладке в земле или стенах здания следует побеспокоиться о наличии специального кожуха, в роли которого может выступать ПНД-труба для кабеля. Об особенностях изделия, его разновидностях, критериях выбора и вариантах укладки можно узнать из данного видео. Выбор марки кабеля для прокладки в земле. Для организации электроснабжения здания, уличного, ландшафтного или декоративного освещения понадобится специальная кабельная продукция, которая чаще всего прокладывается в земле. Такой способ является наиболее надежным и эстетичным. Кабель под землей защищен от неблагоприятных внешних воздействий, таких как ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи. Марка кабеля подбирается исходя из типа грунта, его коррозионной активности и дальнейших условий эксплуатации. Под землей можно прокладывать как бронированный кабель, так и продукцию без специального защитного покрова. В первом случае проводка не нуждается в дополнительной защите. Стоимость бронированного кабеля для прокладки в земле будет на порядок выше изделия без защитной оболочки. При прокладывании небронированных марок кабеля, а также пересечении силовой трассы с авто- или железной дорогой или другими коммуникациями необходимо использовать специальные защитные конструкции. Это может быть кирпичная кладка или бетонные плиты, при помощи которых создаются специальные каналы. Часто используют бетонные, асбестоцементные, керамические или стальные трубы. Наиболее простыми в монтаже являются защитные футляры из ПНД или ПВХ трубы для кабеля. Если расстояние между опорными объектами невелико, то допускается и открытая прокладка кабеля по воздуху, на даче или придомовой территории. Характеристика бронированного кабеля для прокладки в земле. Силовой бронированный кабель для прокладки в земле представлен изделием, токопроводящие жилы которого располагаются внутри металлической броневой оболочки. Она обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений. Бронированный кабель выпускают нескольких марок. О принадлежности к определенной группе свидетельствует буквенная аббревиатура, которая отображает тип материала токоведущих жил, брони, экранов и наружной оболочки. По цифровым идентификаторам можно определить количество токоведущих жил ТЖ, их сечение и напряжение. Исходя из материала токоведущие жилы выпускают медный и алюминиевый бронированный кабель А. Поверх жилы накладывается слой изоляции из поливинилхлорида Б, полиэтилена ПВ или в виде полимерной композиции П. Исходя из материала и типа брони, кабель бывает с проволочной К или ленточной П, броневой, свинцовой СБ или стальной Б защитой. Ленточная оболочка придает изделию дополнительную механическую прочность и влагостойкость. Стальная лента накладывается в два слоя с исключением образования зазоров, создавая сплошной броневой слой. Проволочная оплетка придает изделию высокую гибкость, что позволяет снизить риск разрыва кабеля при движении грунта. Защитный шланг может быть изготовлен из полиэтилена ШП или ПВХ ШВ. Толщина стенки находится в пределах 1,7–3,1 мм. Шланги из пластика герметичны по всей длине. В их структуре отсутствуют вмятины и трещины. Полиэтиленовая оболочка является более влагостойкой. Защитный шланг предохраняет броневую защиту изделия от механических нагрузок, воздействия влаги, химических веществ, которые содержатся в грунте. Например, ВБ-БШВ 5х10 – кабель бронированный для прокладки в земле с изоляцией из ПВХ, броней из стальных оцинкованных лент, без подушки, с поливинилхлоридной оболочкой, имеет 5 медных жил сечением 10 мм. Выбор типа бронированного кабеля осуществляется исходя из условий эксплуатации. При монтаже кабельной продукции в грунтах с высоким содержанием агрессивных химических веществ, в местах воздействия электрокоррозии следует отдавать предпочтение изделиям с алюминиевой защитой или свинцовой броней. В местах просадки грунта или зонах с сильным механическим воздействием следует использовать изделия с проволочной броневой защитой. Для стандартных условий эксплуатации достаточно будет бронированного кабеля для прокладки в земле 4х10 с броневой оплеткой из стальных лент. Использование алюминиевого или медного бронированного кабеля.
Алюминиевый или медный бронированный кабель для прокладки в земле укладывается в траншею на глубину не более 70-80 см. При монтаже нескольких силовых трасс следует соблюдать определенные условия. Для кабельной продукции мощностью до 10 кВт соседние линии должны находиться на расстоянии более 10 см, а мощностью 20-35 кВт не менее 25 см. При монтаже бронированного кабеля выполняется его заземление. Укладка бронированного кабеля в землю выполняется в такой последовательности: подготовка траншеи согласно намеченному плану трассы, выравнивание и трамбовка дна траншеи с последующим засыпанием слоя песка высотой 10 см, который должен быть очищен от любых крупных примесей, которые могут спровоцировать повреждение целостности оболочки кабеля, выравнивание поверхности песчаной подушки, проверка кабеля на целостность, свободная укладка силовых нитей на песчаную подушку без натяжки, чтобы не спровоцировать появление при возможном смещении грунта растягивающих усилий. Проверка кабельной линии на отсутствие замыкания, которое осуществляется между токоведущими жилами и броней. Засыпка кабеля слоем песка толщиной 10 см с последующим его уплотнением. Обратная засыпка траншеи грунтом на высоту 15-20 см. Укладка сигнальной полимерной ленты с надписью «Осторожно, кабель». Окончательная засыпка траншеи грунтом с формированием небольшой горки, что исключит образование провалов в процессе проседания грунта. Выполнение контрольной проверки на замыкание токоведущих жил с землей. Труба ПНД – это защитный футляр электрического кабеля. Технические ПНД-трубы для кабеля отличаются прочностью, эластичностью, морозоустойчивостью, стойкостью к химической среде, способностью гнуться без потери эксплуатационных качеств, восстанавливать линейный размер, выдерживать существенные механические и вибрационные нагрузки, температурные перепады. Материал является экологичным и не содержит вредных примесей. Трубы также обладают небольшим весом и имеют невысокую цену. Прокладка кабеля в земле с использованием полиэтиленового футляра выполняется легко и быстро. Отличительной особенностью изделия является их черный цвет. Встречаются также серые варианты. Важно! Наличие белых разводов на трубе свидетельствует о высоком содержании полиэтилена высокого давления в составе материала, который снижает жесткость изделий. Не рекомендуется использовать такие трубы для прокладывания коммуникаций. Материал является диэлектриком, в связи с чем не нуждается в заземлении. Изделие имеет гладкую внутреннюю поверхность и равномерную толщину стенок, что способствует легкой и быстрой затяжке кабельной продукции внутрь изделия. Но бронированный кабель все равно надо заземлять. Отдельные участки соединяются между собой при помощи сварки. Период эксплуатации такого кожуха составляет не менее 50 лет. Рабочая температура изделий состоит в пределах от минус 25 до 70 градусов Цельсия. Плотность полиэтилена составляет 0,949–0,953 грамм на сантиметр. Рабочее давление материала определяется типом трубы и составляет 0,25 МПА для легких изделий, 0,4 МПА для среднелегких, 0,6 МПА для средних и 1 МПА для тяжелых труб. Коэффициент теплового расширения равен 0,15–0,2 МК. Трубы ПНД относятся к классу горючести B1 и B2. ПНД-трубы используются в качестве защитного кожуха кабелей электроснабжения, телефонии, видеонаблюдения, компьютерных сетей, линий контрольной, пожарной и аварийной сигнализации, которые могут быть проложены открытым, полускрытым или скрытым способом. Футляр в виде ПНД-трубы обеспечивает надежную защиту кабельной продукции от различных механических и химических воздействий. Также исключается вероятность поражения током в случае повреждения изоляции сети и возгорания при коротком замыкании. Благодаря специальной конструкции с гладкой внутренней поверхностью обеспечивается легкая протяжка кабелей всех видов в полость трубы. ПНД-трубы для кабеля в земле обладают легким весом, что упрощает их транспортировку и монтаж. Они не поддаются коррозии и влиянию других негативных факторов, поэтому не нуждаются в создании особых условий для хранения изделий. Благодаря эластичности материала и податливости к изгибанию, технические трубы можно прокладывать под любой траекторией без применения дополнительных соединительных элементов, не утратив при этом целостность конструкции. ПНД-трубы не проводят электрический ток, поэтому не требуют заземления и устройства катодной защиты. Но бронированный кабель лучше все же заземлить. Изделия способны выдерживать широкий диапазон температур без потери технических и эксплуатационных качеств. Они не аккумулируют конденсат на поверхности благодаря низкой теплопроводности и не выделяют вредных веществ. Разновидности ПНД-труб для прокладки кабеля в земле.
Производители выпускают ПНД-трубы в двух вариациях – гладкие и с гофрированной стенкой. Они отличаются индивидуальными техническими характеристиками и возможностью прокладки при определенных условиях. Гладкие технические ПНД-трубы для кабеля обладают жесткой структурой и высокой механической прочностью. Они имеют черный окрас. Такие трубы выпускаются в двух вариациях – однослойные армированные и двухслойные неармированные. Первый вариант применяется для прокладки кабельной продукции в бетонных и кирпичных конструкциях, стяжках пола. Двухслойные армированные трубы могут быть использованы в более сложных условиях. Гофрированные ПНД-трубы для кабеля могут использоваться как при подземной, так и надземной прокладке коммуникаций. Они имеют двухслойные стенки, внутренний слой которых выполнен из ПВД, имеет гладкую поверхность, а наружный изготовлен из ПНД и отличается гофрированной структурой. Такие трубы обладают хорошей гибкостью, способностью выдерживать значительные нагрузки, возможностью их прокладки на разной глубине и криволинейных участках. ПНД-труба для кабеля. Критерии выбора. Главным критерием при выборе ПНД-трубы для кабеля является пропускная способность изделия. Значение внутреннего диаметра трубы должно соответствовать суммарной площади сечения кабельной продукции, которая будет прокладываться в ее внутренней полости. Согласно ГОСТ, техническая труба ПНД выпускается диаметром 16-255 мм с толщиной стенки 2-30 мм. Изделия с сечением до 90 мм выпускаются в бухтах по 100 или 200 метров. Трубы большего диаметра изготавливаются отрезками длиной 12 метров. Следующим важным критерием является прочность изделия. Трубы с маленьким значением используются для прокладки кабелей внутри здания, а с большим – под землей. Рассчитать показатель прочности можно самостоятельно, определив параметр SDR. Для этого необходимо вычислить отношение внешнего диаметра к толщине стенки трубы. Чем ниже данный показатель, тем выше прочностные характеристики трубы. На каждом заводском изделии нанесена маркировка, по которой определяются характеристики трубы, такие как название производителя, материал изготовления, параметр SDR, диаметр, толщина стенки, рабочее давление, стандарт производства, назначение и дата изготовления. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.